Уважаемые господа, начинаем вебинар, посвященный эзотерике, и вот с чего мы его начнем. Сегодня я опубликовал текст в своей группе Дуйко Кайлас и РТЕ в Facebook. Здравствуйте, у вас есть вопросы, вы хотите мне их задать, отвечу на ваши вопросы в сегодняшнем эзотерическом вебинаре. Публикацию я сделал 7 часов назад, и за это время я получил 166 комментариев к этой публикации. И сегодня я постараюсь максимально ответить на все ваши комментарии и все ваши вопросы. Ага, все идет у меня звук, все хорошо. И видно, и слышно, ура. Итак, начинаем. Наталья Пупусой. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо огромное за вашу помощь, которую дарите людям безвозмездно. Низкий вам поклон. И вам тоже спасибо, очень приятно получать такие комментарии. Ирина Биллингтон. Слава и почета, совершений вам, Андрей Андреевич, спасибо. Скажите, пожалуйста, если человек снимает жилье, и оно ему очень нравится, есть желание приобрести его, то если что-то сделать для этого жилья, например, приобрести новую стиральную машинку, возможности покупки от этого жилья увеличатся. Я хочу вам сказать, как увеличить возможность покупки жилья и как мы совершаем ошибки. Итак, очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы хотим конкретно что-то, не понимая, что конкретно что-то, оно обычно не наше. Я очень советую обращать внимание более на форму, чем на внутреннее содержание. То есть обращайте внимание, что вам нравятся подобные квартиры и подобные дома. Подобные мужчины, а не конкретно мужчина какой-либо. Подобный дом, а не конкретно этот дом. Подобная квартира, а не конкретно. Подобное расположение, а не конкретно это расположение. Дело в том, что если бы она принадлежала вам и хотелось бы к вам, то вы бы ее непременно уже получили. А так как вам нравится что-то подобное, то хотите подобное, тогда быстрее это произойдет. Очень часто люди, направляя свое внимание и свои пожелания на что-то конкретное, создают очень большие заторы и помехи в своей жизни. И в дальнейшем это является одной из ключевых причин того, что они не получают больше. Почему это нам не подходит? Рассматривая все с позиции эзотерики, можно сказать, вы не можете здесь жить, потому что Бог охраняет вас, потому что, возможно, проживая здесь, может быть какой-нибудь несчастный случай, возможно... Здравствуйте, уважаемые господа, начинаем вебинар, посвященный эзотерике, и вот с чего мы его начнем. Сегодня я опубликовал текст в своей группе Дуйко Кайлас и РТЕ в Facebook. Здравствуйте, у вас есть вопросы, вы хотите мне их задать, отвечу на ваши вопросы в сегодняшнем эзотерическом вебинаре. Публикацию я сделал 7 часов назад, и за это время я получил 166 комментариев к этой публикации. И сегодня я постараюсь максимально ответить на все ваши комментарии и все ваши вопросы. Ага, все идет у меня звук, все хорошо. И видно, и слышно, ура. Итак, начинаем. Наталья Пупусой. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо огромное за вашу помощь, которую дарите людям безвозмездно. Низкий вам поклон. И вам тоже спасибо, очень приятно получать такие комментарии. Ирина Биллингтон. Слава и почета, совершений вам, Андрей Андреевич, спасибо. Скажите, пожалуйста, если человек снимает жилье, и оно ему очень нравится, есть желание приобрести его, то если что-то сделать для этого жилья, например, приобрести новую стиральную машинку, возможности покупки от этого жилья увеличатся. Я хочу вам сказать, как увеличить возможность покупки жилья и как мы совершаем ошибки. Итак, очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы хотим конкретно что-то, не понимая, что конкретно что-то, оно обычно не наше. Я очень советую обращать внимание более на форму, чем на внутреннее содержание. То есть обращайте внимание, что вам нравятся подобные квартиры и подобные дома. Подобные мужчины, а не конкретно мужчина какой-либо. Подобный дом, а не конкретно этот дом. Подобная квартира, а не конкретно. Подобное расположение, а не конкретно это расположение. Дело в том, что
Если бы она принадлежала вам и хотелось бы к вам, то вы бы ее непременно уже получили. А так как вам нравится что-то подобное, то хотите подобное, тогда быстрее это произойдет. Очень часто люди, направляя свое внимание и свои пожелания на что-то конкретное, создают очень большие заторы и помехи в своей жизни. И в дальнейшем это является одной из ключевых причин того, что они не получают больше. Почему это нам не подходит? Моей, как бы рассматривая все с позиции эзотерики, можно сказать, вы не можете здесь жить, потому что Бог охраняет вас, потому что, возможно, проживая здесь, может быть какой-нибудь несчастный случай, возможно, картины жизни, изготовленные вашей судьбой, предназначили для вас какую-то особую судьбу, в которой, скорее всего, появится любимый человек, и этот любимый человек, он не найдется, если вы будете жить исключительно в этой квартире. А вы хотите конкретно, я хочу вам сказать, обращайте внимание более на форму, чем на содержание. То есть говорите себе так: мне нравится не конкретно эта квартира, а такие квартиры, как эта. Мне нравится не конкретно месторасположение этой квартиры, а месторасположение подобное, как у меня месторасположение вот в этой квартире. Таким образом не совершите ошибок. Надеюсь, я вас не обидел. Нужно ли желать то, в чем вы живете? Нет, не нужно желать. Все будет быстрее, если вот так не желать. С.А. Вакуленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, каким эзотерическим способом можно вылечить сколиоз, грудной отдел? Спасибо за помощь. И тут же Олег Буслаев. Упражнения для спины и там заливка позвоночника и так далее. Большое спасибо. Ответ, я так понял, не нужен. Ирина Биллингтон. Расскажите, Андрей Андреевич, если спать в колпаке, это является защитой от инфернального мира во время сна? Сейчас очень сильно все лезут к человеку из этих миров. Что еще, кроме очищения пространства, является защитой от духов? Я рекомендую завтра участвовать в моем сангая, так как это сангая будет посвящено как раз работе с тем, чтобы ограничить воздействие на человека негативных и деструктивных энергий, которые могут быть следствием неправильного расположения астрологической картины и по отношению к вам. Также там влияний того, что вы назвали инфернального мира. Будет ли колпак помогать? Будет, да. Тем не менее, хотелось бы сказать, не нужно искать для себя в своей жизни специально объяснений того, что это не происходит из-за того, что что-то влияет. Это не происходит, потому что есть какое-то влияние. Вы должны знать, что жизнь человека, как вожжи, полностью находится у него в руках. И только 1-5% это могут быть влияния. Именно поэтому иногда люди думают, что влияние это 95% и только 5% в их собственных руках. И это обман. Всегда знайте, что большинство всего в нашей жизни происходящего исключительно связано с нашими желаниями, намерениями, с нашими целеустремлениями и так далее. Поэтому колпак здесь все равно ни при чем. Ирина Биллингтон, что-то вы зачастили. Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие 3 года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и было индустриализация или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое заселение, покидание земель и заселение городов. И города несли некую такую тенденцию, и смысл городов заключался в том, чтобы там жили одновременно те люди, которые будут работать в индустриальных вот таких заводах, фабриках и так далее. Когда мир перешел в эпоху, наверное, сферы индустриализации, она закончилась, все перешло в сферу услуг. Вот в этом мы сейчас живем. А технологический процесс, который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас
небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там, всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом. Позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило, это все освободило тех людей, которые живут в селе, от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города. Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие там 3-4-5 лет. Скорее всего, произойдут изменения, которые связаны с расчетами, то есть те барьеры, которые сейчас ставятся банками, государственными банками каждой страны и пытаются это как-то контролировать, переводы денег и так далее, все равно как бы стираются по чуть-чуть, и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономического пространства, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которая связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться, и от того, где живет человек, значения не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего, города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать. На сегодняшний день есть конгломераты, это города с огромным количеством проживающих в них населения. Допустим, Стамбул 20 миллионов населения или 18 миллионов населения. Далее Мехико около 60 миллионов населения. Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет. Всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количества людей и демографии общей увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то количество людей, которые есть на сегодняшний день, оно бы не смогло прокормиться и уже бы не хватало там пищи этим людям и так далее. А это именно писали в 90-х, вот в 80-х годах, о том, что через 10-20 лет количество людей увеличится, это произошло, им будет нечего есть. Я согласен, если бы все было на уровне 90-х годов, то есть не было бы генетически модифицированных продуктов, специальных веществ, которые усиливают рост этих продуктов, там гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, там, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Поэтому, если хотите, хочу, в общем-то, ответить на вопрос так. Ближайшие 3 года выживут ли люди в городах? Да. Они выживут и ближайшие 3 года, и ближайшие 300 лет, и ближайшие 3000 лет. Все в порядке. Татьяна Борелюк. Ну, я решил, что отвечу на все вопросы. 2 года назад моя свекровь купила у нас на встрече в Египте для меня, для сына моего 13 лет. Ему сейчас купили шарфы с именами дамы для вас. Я тогда не была вашей ученицей, а сейчас ваша ученица. Можно ли мне этими именами работать? Можно. Добрый день, Андрей Андреевич.
Татьяна Барелюк. Плиз, еще вопрос. Сын мой 13 лет, 2 дня после ангины в школу пошел, и опять ему плохо. Нос забит, дышать трудно, но температуры нет. Растерялась, не знаю, как вылечить, включила ШМ, аж уснула. Мне хорошо, ему нет. Итак, если ребенок болеет и у него есть заболевание носоглотки, что необходимо делать? Первое, старинный народный способ использования люголя. Смочите ватный тампон люголем и протрите ему горлышко. Второе, ингаляции с вареным картофелем. Старинный народный способ. Берется вареный картофель, очищается от кожуры, а еще лучше, если не очищается от кожуры, режется на 4 части, варится 1-2 часа, добавляется 1 чайная ложка соды, накрывается теплым полотенцем или теплым одеялом, и человек вот таким образом начинает дышать с таким картофелем. Также, если не добавить соду, и если болят суставы или болят ноги, таким сиропчиком или таким узваром можно, такой узвар можно выпить теплым или холодным. Также, чтобы ангина вниз не пошла, как известно, легкие, они любят жиры. Именно поэтому 1 столовая ложка любого жира, сливочного масла или какого-нибудь свиного масла или бараньего жира, какого угодно, на стакан зеленого чая с солью или на стакан горячего теплого молока. И это необходимо выпить залпом. При этом растирание нашатырным маслом или нашатырным спиртом, натирание нижних конечностей рук, верхней части грудной клетки и задней части могут заметно улучшить состояние его здоровья, увеличив иммунитет. Светлана Шацких. Очень рада вам в вашей работе. Мантра какая там есть от простуды, а я за, помните ее. Очень рада вам в вашей работе. Подскажите, как помочь дочери в учебе, чтобы легко училась и чтобы она была влюблена в свою работу. Учится она в экономическом университете. Большое спасибо за внимание. Я всегда говорю такие слова. Оказывается, что для того, чтобы женщине хотелось любить работу и хотелось что-либо делать, у нее должна быть мотивация. То есть она должна себе объяснить, ради чего и зачем она это делает. До того момента, пока она мотив не найдет, это будет считаться для нее бессмысленным. Этот мотив либо вы должны помочь ей найти, либо она сама должна помочь. Я хочу вам сказать, что для большинства женщин, которые обучаются в институтах, таким мотивом до момента, пока у них не появляется семья, такой мотив они найти не могут. Но в случае, если у нее будут дети, можно ее подготавливать и говорить, что вот у тебя хорошая работа будет, а это даст возможность твоим будущим детям жить хорошо и так далее. Одним словом, найдите для нее какой-нибудь мотив. Без мотива неинтересно. Ирина Калинина. Андрей Андреевич, подскажите препараты? Нет. Андрей Андреевич, бывший муж забрал детей 4-8 лет и не отдает решением суда. Но это длительный процесс. Еще и хочет нас выселить из квартиры. Сделал дарственную на свою мать. Какие практики сейчас делать, чтобы защитить детей и выиграть суд? Очень переживаю за детей. Первое, что необходимо делать, обязательно не воюйте. Обязательно не воюйте с этим человеком. Второе, начните каждый день произносить себе, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй. Пусть все знают, какой он негодяй, пусть все знают, какой он негодяй. Тем самым вы фиксируете на этом человеке, и правда будет на вашей стороне. Третье, напишите договор, как я обучаю на 2-й или 3-й ступени. Это договор долга, где ваш муж становится фактически вашим должником, ну и так далее. Я, к сожалению, из-за того, что такие вебинары смотрят обычные люди, не являющиеся учениками школы, давать особо эзотерические практики, к сожалению, не могу. Дело в том, что такие эзотерические практики могут рассматриваться людьми как магия, и использовать ее можно будет по-разному. И из-за этого, для того, чтобы магия была более экологичной и, может быть, более правильной, я стараюсь, в общем-то, в открытых вебинарах об этом не говорить. Наталья Лаврентьева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы раньше занимались регрессивным гипнозом. Смотрела ролики сеансов регрессивного гипноза. Там рассказывали, что душа после смерти представляется перед судом. Существует ли таковой? Я такого не говорил. И есть ли уровни, на которые высший суд распределяет души? Нету. Также рассказывали об интерферентах, которые вредят человеку еще при жизни. Расскажите, пожалуйста, что делать человеку при жизни, чтобы после смерти... Я хочу вам сказать, что не нужно на меня цеплять погоны не мои. Я раньше занимался регрессивным психозом, да.
гипнозом, хотя психоз ему больше подходит. Но хочу вам сказать, что я не рассказывал о том, что душа после смерти идет к какому-то суду. Это не так. Если я это где-то говорил, я ошибался, это неправильно. На прошлом вебинаре пятничном я об этом рассказывал. Но могу сказать, что очень часто люди начинают посещать регрессологов. И когда регрессологи, на чем базируется идея регрессологов? Она базируется на том, что человек может найти первопричину своих неудач, они могут в этой жизни находиться или в прошлой, и помочь человеку реализоваться или помочь человеку изменить себя. Но это очень правильно, как бы гипотетически. То есть в случае, если человеку дать возможность убрать страхи какие-либо, то в дальнейшем этот человек станет бесстрашным, значит более чего-то там добьется. Таким образом найти ту причину или первопричину, которая создала этот страх, после этого эту первопричину устранить, и в дальнейшем этот человек забудет об этом и будет более ровным человеком. Но вы никогда не задумывались о том, что любые негативные качества, которые есть у человека и которые он прошел, является для человека уроком, который создает его мировосприятие и его душевные ценности. Если ребенка бы не обижали в школе, то он бы вырос более озлобленным. Так наши негативные ситуации, в которых мы оказываемся, они дают нам опыт. И этот опыт, как правило, хороший. Дело в том, что любой негатив, он создан таким образом, чтобы человек мог стать более добрее. Неприятности, чтобы человек стал добрее, неприятности в семье, чтобы семья стала добрее друг другу. Одним словом, любые проблемы, которые возникают у человека, они нацелены на то, чтобы человек стал более духовным существом, более добрым, более покладистым, более ровным и так далее. В случае, если мы убираем вот такие первопричины, то есть вспоминаем, когда вас обижали в школе, и устраняем это с помощью гипноза, то в дальнейшем у человека появляются проблемы, он изменяет свой характер, и вот эту нить, которая идет с плохого и вырабатывает в душе хорошее, эта нить исчезает, и человек вдруг становится вредным. Я это очень часто наблюдал и не мог объяснить себе, почему это происходит. Почему люди, которые многократно проходят процессы или вот такие сессии, правильно говорить, вот такие сессии регрессивного гипноза или сессии поиска первопричин, или там сессии, связанные с там, допустим, улучшением своего нынешнего состояния, вдруг в какой-то момент полностью изменяются. То есть раньше человек был добрый, хороший, ровный, становится агрессивный, хамовитый, становится злобный, начинает кидаться. Почему? Нельзя убирать все плохое из прошлого. Все плохое из прошлого сделало нас милыми, хорошими и добрыми людьми. Вот так это все устроено. Именно поэтому ковыряться в этом лучше не стоит, потому что обычно у человека портится характер. Напишите мне сейчас в комментарии обязательно в вебинарной комнате сайта duiko.guru, напишите, были ли у вас такие знакомые или сталкивались ли вы сами с тем, что, проходя вот такие сессии регрессивного психоза, расстановок, сессии по возврату в прошлую жизнь и так далее, изменяло ли это в худшую сторону вашу судьбу? Также скажите мне, изменяло ли в худшую сторону обращение к вашему роду и в дальнейшем практике, где вы призывали свой род? Напишите мне правду. И я эту правду прочитаю для тех людей, которые в дальнейшем захотят видеть это видео. Дальше, почему нельзя возвращаться к прошлым жизням? Дело в том, что когда человек возвращается в прошлые жизни, то он возвращается в то место, где он был совершенно старым человеком. А когда человек умирает, то перед своей смертью, скорее всего, он болеет определенными заболеваниями. Это могут быть заболевания, которые были наработаны на протяжении всей жизни. Заболевания позвоночника, суставов, аутоиммунные заболевания, заболевания, возможно, психические и так далее. Мы же их не помним, эти заболевания. Так вот, когда человек начинает с помощью регрессивных вот таких практик или гипноза погружаться в те события, которые были в его прошлой жизни, то он погружается постепенно в свою жизнь, начиная с ее окончания. А обычно окончание обусловлено тем, что там были онкологические болезни, и человек умирал от чего-то.
или за счет чего-то. А если, не дай бог, там была онкология или ишемическая болезнь сердца, либо тяжелейшая гипертония, разрывы сосудов там, и так далее, то у человека энергетически все эти заболевания передаются в нынешнюю жизнь. И после такого сеанса вы на протяжении месяца можете внезапно, непонятно откуда, обрести самое настоящее онкологическое заболевание, и после чего иметь большие проблемы со здоровьем. Именно это очень часто я тоже наблюдал во время того, когда смотрел за тем, как проводятся сессии регрессивного гипноза и так далее. Итак, Андрей Андреевич, здрасте. Скажите, влияет на судьбу неправильная фамилия в паспорте? Допустили ошибку в паспорте отца, окончание «ая» изменили на «их». А детей потом переписали на эту фамилию с ошибкой. Получается, что это новая фамилия, не имеющая к роду отношения. И это хорошо, что не имеет к роду отношения. Не нужно цепляться за свой род. Ваш род — это вы, живые, с вашими живыми детьми. В случае, если бы род у вас был королевский, то нужно было бы цепляться. А если в роду были люди, умершие от онкологии, неуспешные, если род был или состоял из людей таких нервных, то тогда зачем он вам нужен? Не надо ничего изменять. Живите счастливо, не думайте вы об этих фамилиях. Алла Смирнова, скажите, пожалуйста, почему в жизни повторяется одна и та же ситуация? Я всегда говорил, что необходимо делать выводы. Таким образом, в случае, если человек делает вывод, то он должен быть таким. Допустим, ситуация такая. Один мужчина жила бросил, второй мужчина жила бросил. Но вы же, когда он бросил, сказали подруге или подумали, ну ничего, ему все простило, все, пусть идет. А не надо было прощать. Но когда я говорю не надо прощать, я не имею в виду, что этому человеку можно разрешать второй и третий раз приходить в вашу жизнь. Я говорю, нужно прощать без надежды на возвращение, раз. И второе, нужно прощать, но твердо для себя знать, что такие мужчины, как он, негодяи и подлецы. Таким образом происходит вычленение такого человека в мире, где обычные подлецы, их из-за того, что мы в большинстве своем прошли путь религиозный, и у нас религиозное воспитание, это религиозное воспитание христианское или какое-либо еще, а в каждой религии говорится о прощении, о всепрощающих таких акцентах, то мы обычно не тянем. То есть мы готовы запросто прощать политиков, которые ежегодно обманывают нас. Мы готовы прощать мужей и жен, которые нас предают и уходят. Прощать тех людей, которые бросают или кидают нас на деньги, не обращая на это внимания. Их нужно прощать. Но нужно знать, что ваше ментальное или осознанное восприятие должно все время фиксировать их как подонков и подлецов. То есть нельзя прощать и отпускать. Нужно всегда знать, что там Коля Герасимов был там тем-то, тем-то. Или мой муж был вот таким подонком, сволочью и негодяем. Вы сделали вывод. Теперь я с такими сволочами и негодяями, как мой муж, жить не буду. Все, теперь это не произойдет. Андрей Андреевич, у моего сына на голове лысина 5 копеек, пятно, родился с ним, что это обозначает? Если на голове пятно и оно более светлого, то это цвета. Это говорит о том, что у человека будет очень везучая судьба, и он ее проживет так празднично, весело и так далее. Еще чем заниматься? Хорошо было бы заниматься, становиться артистом и так далее. Но есть и минус. Обязательно нужно следить за таким ребенком, чтобы не было пристрастий, так как вот такое пятно может говорить еще о пристрастии ребенка, пристрастии к алкоголю там, или еще к чему-либо. Обращайте внимание. Ольга Федорчук. Я начитывала мантры и до 3-го цикла по 108 дней не хватило неделю. Из-за обстоятельств не смогла читать. Значит ли это, что надо читать все сначала? Нет, этого достаточно. Светак Кучер. Ученица школы приобрела у вас всей семьей 2 метасоника. Вопрос. Можно носить 2 на одной цепочке? Можно, да. Александра Сикорская. Здравствуйте, учитель, спасибо за знания. Прошла 4 ступени, жизнь очень изменилась. Не только у меня, но и у моих детей. Мы приветствуем вашу философию. Начала рисовать египетских богов, а также слушаю много духовной музыки, классику. Верю в новый мир народа Инд. Я счастлива. Огромное спасибо вам. Хочу спросить, если снится имя, отчество человека, которого я не знаю, уже задавала этот вопрос. Если вам снится имя, отчество человека, это говорит о том, что вам дают ваше имя, и оно должно быть для вас духовным. Видимо, примите для себя, видимо,
той энергии, которая что-то от вас хочет, необходимо, чтобы как бы вы подключились к энергоинформационному каналу какому-то. И вы должны, если вам приснилось имя, отчество, сказать себе: это мое духовное имя, и в дальнейшем его использовать какое-то время. Тогда придет понятие, что это вообще такое. Видимо, какая-то информация, которая есть где-либо, она к вам будет подключаться через вот такое энергоинформационное имя, которое дают вам, видимо, ваше духовное поле или какое-либо еще. Вера Кириндясов, здравствуйте. Спасибо за все, что вы делаете для нас. Недавно прочитала, что у людей, практикующих и читающих мантры и коды, которые вы даете нам, и ставших на путь духовного развития, претерпевают такие изменения, что у них меняется ДНК. Это так? Да. Это так. Меняется вообще все у человека. Дело в том, что вот эти вибрационные коды, которые я даю, они невероятно и мощно изменяют человека. Как изменяет? Я, допустим, могу сказать о себе. На протяжении прошлого года и позапрошлого я не болел даже насморком. При этом я все равно контактирую с людьми, все равно езжу, там летаю и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что энергоинформационное состояние, которое мы получаем, оно изменяет и наше физическое состояние, включая ДНК. Все в порядке. Валентина Бенькова, здравствуйте. Как бороться с патологической ленью своей дочери? Подскажите, пожалуйста. Лень — это процесс у детей нехватки кальция. Начните давать кальций. Также вы должны знать, что лень является фактически подтверждением того, что у человека нет мотивации, он не замотивирован. И третье. Когда у ребенка, допустим, проявляется лень, это говорит о том, что где-то есть истощение. Истощение в виде лени появляется, когда есть истощение чувственное. А где оно истощает себя? И нужно определить. И сейчас я по секрету вам скажу. Если ребенок начинает смотреть видео, и в этих видео есть музыка, которая заставляет этого ребенка очень эмоционировать, видео, которое заставляет этого ребенка эмоционировать, очень ярко эмоционировать, то, скорее всего, как бы обратным эффектом его состояния это будет проявление лени. Детей это истощает. Именно поэтому я всегда как бы говорю у себя в семье, нужно обращать внимание на то, насколько наши дети в гаджетах, какую они информацию получают. Если эта информация громкие звуки, нервы, если ребенок при этом напрягается и дергается, это истощает его нервную деятельность и в дальнейшем может привести к тому, что этот ребенок будет как бы сохранять такую энергию, и это будет проявляться в виде того, что ему ничего не будет хотеться, будет все время вот такая лень. Ну вот где-то обращайте на это внимание. Я бы на время забирал бы гаджеты, не давал бы вечером в этих гаджетах находиться. Ну, нужно как-то обращать внимание. Давайте кальций. Если эзотерический метод находить в лесу грибы так, чтобы идешь, и они как на глазах вырастают, чтобы радостно было. Не, чтобы вырастали, нет. А вот звать их необходимо. Идете по лесу и говорите: ну где же ты, мой хороший? Ну где ты, мой хороший? Иди ко мне. Кыс-кыс-кыс, кыс-кыс-кыс. Где ты, мой хороший? Иди ко мне в кузовок. Да, вот Олег Буслаев. Такой ответ можно найти в записях бесплатных вебинарах «Метод с удочкой». Да. Купите себе ультрафиолетовую лампу, грибы светятся желтым цветом. Да. Оказывается, есть ультрафиолетовые лампы для собирания грибов. Это очень удобно. Ночью вы ходите с такой лампой, включаете ее над собой, и она, оказывается, грибы начинают светиться ярко-желтым таким цветом, и их можно найти в любом месте. Я, наверное, уже это рассказывал. Сусанна. Здравствуйте, я из Армении. Как помочь воинам? Мир устроен по принципу того, что во всем мире всем всего хватает. Армении всегда хватало еды. Я смотрел на армян, они все счастливые люди. Азербайджанцам всегда хватало еды в Азербайджане. Это тоже всегда было. И вдруг в какой-то момент люди решили, что они должны друг у друга отобрать территорию. И кто в этом прав, кто виноват, я не знаю, и, наверное, это меня не касается. Тем не менее, я бы хотел вам сказать, пусть у тех людей, которые придумывают войны, пусть у тех людей, которые хотят, чтобы люди между собой воевали, пусть у них весь их род
закончится. Потому что ни одна жизнь, ни одного человека не стоит никакой абсолютной идеи. Ни фактической, ни политической, ни физической. Я плохо отношусь к батюшкам, плохо отношусь к политикам и презираю тех людей, которые благословляют любых воинов на то, чтобы они убивали кого-то или были кем-либо убитыми. По поводу границ, территории и так далее, я хочу вам сказать, что всегда, во всех случаях, абсолютно всегда можно договориться. С кем? Со всеми. Всегда со всеми можно договориться. Когда у людей появляется война, это говорит о том, что две стороны не могут договориться. А что же им надо? Им необходимо деньги, им необходима власть, им необходимо сырье какое-то и так далее. Можно договориться со всеми. Особенно восточные народности. Они всегда могли со всеми договариваться. Всегда. Поэтому, как помочь воинам, хотел бы вам сказать, не нужно лезть к войне. Чем меньше людей обращают внимание на войны, тем быстрее войны заканчиваются. Не нужно следить за информацией по этим войнам, не нужно стараться помогать воинам этим. Это плохо. Умрет много людей, это будет плохо, понимаете? И вы будете частью вот этого насилия. Я человек адвайтичен, нахожусь вне политики. И, как по моему мнению, весь мир, он должен быть без войн. Нельзя, чтобы друг на друга нападали, стреляли, убивали. Пусть эти деньги, которые тратятся на это, идут на исцеление детей, которые болеют онкологическими заболеваниями. Постоянно в связи с ухудшением экологии, в связи с ухудшением общего уровня жизни у людей в наших странах, постсоветском пространстве появилось огромное количество детей, которые болеют заболеваниями. Какими? Это генетические заболевания, онкологические заболевания, это наркомания детская. Сейчас огромное количество наркоманов находится на территории постсоветского пространства. Почему? Потому что наркотики стали дешевые, потому что это внедряют специально в школу, видимо, ведется какая-то политика, не ведется разъяснительная работа, происходит популяризация наркомании, потому что выходят вот такие песни, как там «Я крокодил, буду крокодить», которые популяризируют наркотик крокодил, от которого дети могут умереть за 1 год, став инвалидами, в лучшем случае, в худшем просто закончить свою жизнь. Ну и, в общем-то, новый процесс уничтожения людей. Знаете, бороться за границу, зная, что у тебя умирает огромное количество людей от наркотиков, умирает огромное количество людей от СПИДа, умирает от коронавируса, умирает от туберкулеза, умирает от муковисцидоза, умирает от генетических заболеваний. Очень много людей престарелых, которые живут на минимальную заработную плату, и они не могут позволить себе покупать препараты, в итоге умирают от гипертонического заболевания, от инсульта. Медицина стала, в общем-то, ухудшилась, и, в общем, все стало не в лучшую сторону. Денег не хватает у этих пенсионеров, потому что стоимость жилья и стоимость коммунальных услуг, она растет. Это в итоге не хватает на правильное питание, дети не могут помогать, потому что они сами выживают. Ну и, в общем-то, это обнищание приводит к тому, что мы видим уже целые полки или целые огромное количество людей, которые неимущие, которые просто хотят уже есть. И это, конечно, очень не радует, это, конечно, очень печально. Ну и понятно, что те политики, которые занимаются сейчас властью, они не обращают на это никакого внимания, потому что ставят совершенно другие задачи, другие цели. Люди, как доверчивые люди, обычно смотрят на таких политиков и говорят: дадим им еще один шанс. Как вы не можете понять, что нет шансов? Люди, которые идут в политику, это люди, которые не хотят работать. Они идут в политику, чтобы воровать. И каждый политик, который будет после этих политиков, будет воровать тоже. И это почему? Откуда вы это взял? Разве это не доказательство? 20 лет управляют, и жизнь людей становится хуже и хуже. Странно это все. И мне это не касается. Здравствуйте. В философии вашей школы говорится, что не нужно на зло отвечать злом. То есть
не нахамить в ответ и так далее. Нет, так не говорится. Абсолютно с этим согласна. Но вот не совсем понимаю. Есть люди, которые вежливость воспринимают как слабость. Например, я пытаюсь решить вопрос с кем-либо вежливо, у меня не получается. А как придет муж и в очень жесткой манере поговорит с тем же человеком, и тут же этот человек ведет себя по-другому, и как-то все решается. Не пойму, в чем же тогда быть. Дело в том, что когда вы, допустим, считаете, что нужно вежливо относиться к какому-либо человеку, то вы в этот момент не можете переключить себя и считаете этого человека частью своей жизни, частью своей семьи. Вот. А нужно считать этого человека не частью. Очень часто человек не может переключиться. Я вам хочу сказать, что когда вы относитесь к другому человеку хорошо, это не значит, что к нему нужно относиться как к мужу, как к ребенку или еще как к кому-либо. Относиться хорошо — это не обмануть человека. Относиться хорошо, он должен, такой человек, всегда чувствовать дистанцию, что вы не родня для этого человека. А мы очень часто начинаем делать так. Мы хорошо относимся, говорим что-то этому человеку. Он располагается и думает, да, она ко мне относится, как будто ее сын, дочь, там, друг и так далее. И потом, друг может подождать, А муж ваш, он относится по-другому. Он приходит и говорит, я тебе не друг, я тебе там ушки оторву. Но это ошибка ваша, это ошибка вашего мировосприятия. Да, можно относиться хорошо, а относиться хорошо обозначает вовремя сделать, но здесь здесь как бы не нужно убеждать человека. Здесь не нужно относиться, как будто он родня, не нужно относиться, как будто он самый близкий человек. Он просто работник, он просто сотрудник, работник или еще кто-либо. А если это сотрудник и работник, нужно так и говорить, вы взяли деньги, когда я это все получу. Или давайте будем тогда подключать там силы какие-то и так далее. Никогда в бизнесе не делайте из тех людей, которые являются вашими партнерами, из тех людей, которые являются вашими, возможно, бизнес-партнерами, поставщиками или наоборот покупателями, не разрешайте этим людям объединяться с вами и иметь какие-то семейные отношения. Они ваши бизнес-партнеры, никаких семейных отношений. Почему? Потому что когда будут рассчитываться с кем угодно, а вас будут воспринимать, да ничего страшного, он может подождать, это ж наш друг типа, никакой дружбы. К друзьям относятся хуже, чем к обычным людям. Алена Попкова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, если человек 30 лет грызет ногти и ломает их, есть метод, чтобы избавиться от этой вредной привычки? Там я даю метод на первой ступени обновленная. Рассказываю о том, как в четверг можно дать обед. То есть дать обед, не грызть ногти, но нужно подобрать четверг, чтобы это было 4 число. Каждый четверг, ложась спать вечером, говорите, все, а я с завтрашнего дня больше не буду грызть ногти. Если будете это делать каждый четверг, за несколько четвергов исчезнет. Одна женщина мне писала, Андрей Андреевич, огромное спасибо, мне очень помогло бросить курить, я курила 30 лет и вот так вот в один четверг просто бросила. Ирина Козынчук. Я столкнулась, что не понимаю, как получить удовольствие внутри головы. Наведите, если можно, пример. Это удовольствие от мыслей. Вы, если не закончили 6 ступеней, у вас ничего не получится. Как бы вы ни хотели получать удовольствие внутри головы, у вас не получится этого. Это недоступная опция, которая недоступна ученикам до 6 ступени. Поэтому ничем вам помочь не могу. Ученица первой платной ступени, ничего не получится. Можете не заморачиваться. Гульнара Халелова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно шумы от вируса ночью слушать? Да, шумы от вирусов можно слушать ночью. Здравствуйте, как избавиться от панических атак? Мантра такая есть. Припутав трявсы к степлову. И читаете. Припутав трявсы к степлову. Припутав трявсы к степлову. Припутав трявсы к степлову. Читайте это ежедневно, от панических атак избавляйтесь. У меня сегодня день рождения, пишет Сагира Кушкенова. Пожалуйста, поможете мне, пожелайте мне материального благополучия. Я желаю вам материального благополучия. Пусть у вас всегда будет материальное благополучие. Наталья Анзина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Наталья Октябрьская. Я собираю обувную коробку. Можно собирать любые монеты, а из копилки можно? Можно.
Диана Туда, здравствуйте, подскажите, как эзотерически можно высчитать пол ребенка, именно девочки? С уважением, ваша ученица. Эта информация есть в интернете, можете... Я не буду обучать этому, эта информация есть в интернете. Зайдите, там все связанное с этим есть. Хочу вам сказать, вчера буквально парся, вот такое есть слово, парся или юзая по просторам или волнам интернета, я столкнулся вот с чем. Сейчас идет очень мощный такой откат материального у людей, потому что инфляция в наших странах, потому что происходят такие вот события, которые связаны с карантином, усугубляются и ужесточаются отношения других стран по отношению там, более слабым странам, то есть все выживают и стараются как-то выжать из более слабых побольше. Это все ухудшает, конечно же, материальное состояние людей во много раз. И у людей появляется идея сейчас использовать мантры, допустим, которые могут приводить человека к материальному благосостоянию. И я хотел бы вас предупредить. Дело в том, что сейчас эзотерическое время, когда ни в коем случае нельзя обращаться к женским энергиям и энергиям денег. Сейчас, эта неделя и следующая, ни в коем случае нельзя читать мантры, начинающие или имеющие в себя слова Лакшми, Дурга, Ом Шри Кали Намах. Вот такое вот ничего читать нельзя. Также ни в коем случае не выполнять никакие практики, связанные с Луной. Никакой там Чандра, Ом Чандра Намаха, Ом Чандра Сваха и так далее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Дело в том, что можно получить очень мощное заражение злобными энергиями женского плана, и после чего быть людьми нищими, бедными, ну и очень сильно от этого пострадать. Почему я это говорю? Вчера видел, пришла такая реклама от Правдиной, которая говорит, давайте читать будем сейчас вот эти мантры. Нельзя. Сейчас время, когда их читать нельзя. Плохо. Сейчас деструктивное влияние планет, Луна очень близко к Земле, и сейчас читать и обращаться к Луне ни в коем случае нельзя, на нее даже близко смотреть сейчас не стоит. А уж тем более выполнять какие-либо практики. Сейчас, если потрясти перед Луной деньгами, когда она будет сходить, такая популярная практика, то кто-то из близких обязательно сойдет с ума в дальнейшем. Поэтому это черная магия, не делайте ни в коем случае. Вита Попова. Купил СНГ, практикую, пока не вижу результата. Может, что-то делаю не так. Стараюсь испытывать в середине себя радость, контролировать свои эмоции. Спасибо за ответ. Одна из, вы знаете, контролировать свои эмоции — это очень правильные слова. Я обычно говорю, что у человека есть духовный рост. Чем выше духовное у человека, тем больше у него материальное. Каким образом это возникает? Вы должны знать, что находя возможность, испытывая состояние радости во внешней части вашей груди, а к этому нужно стремиться, обучать себя этому, вы в дальнейшем автоматически поднимаете свой духовный уровень и автоматически материальный уровень. Верите вы это или не верите? И второе. Быть духовным человеком — это не говорить красивые слова. Быть духовным человеком — это первое, наверное, одно из самых главных качеств — это не делать зла. Это одно из самых важных качеств. Движение к духовности — это не то, что вы делаете добро, помогаете кому-либо. Все это хорошо. А вот не делать зло — это гораздо важнее, потому что обычно человек считает, что он подарит там или положит какие-то деньги в церковь или кому-то подарит шмотку какую-нибудь, и все, он сделал добро. И теперь он может хамить, теперь он может критиковать, ненавидеть, орать, беситься, строить козни близким. Это вот нормально. То есть самое важное вовремя потом сказать: ой, Господи, прости меня, ну и сделать жизнь окружающих людей невыносимой. Так вот, я хочу вам сказать, что когда вы дарите кому-либо, это не считается. Когда вы помогаете кому-либо, это не очень считается. А вот быть человеком, который, когда хочет нахамить, не нахамит, когда хочет наказать, не накажет, когда хочет разорвать, не разорвет, когда хочет сказать ничего. Итак, первое, находите вот здесь в груди радость. Второе, находите ее и увеличивайте, пусть она в виде тепла будет. Это самая главная практика моей школы. Если человек, слушая музыку приятную, если человек, думая о чем-то приятном, находит здесь радость, он будет обязательно богатым человеком. Второе, не создавайте и не служите злу, не создавайте и контролируйте
то, где вы можете обидеть и разрушить другого человека. И третье, элемент верности. Он самый главный. Не предавайте тех людей, которые вас любят. Цените людей за их душу. Цените людей за то, что они добрые и хорошие. Цените близких за то, что они верны. Будьте верными своим детям, будьте верными своим семьям, будьте верными своему бизнесу, будьте верными своим обещаниям. Таким образом развивайте в себя то, что называется духовность. Все три компонента, они помогают человеку достигнуть состояния, в том числе и высокого материального благосостояния. Для чего человеку даются трудности? Необходимы человеку трудности? Ну давайте рассмотрим и этот вопрос. Если бы в один момент, прямо сегодня, у вас бы решились все абсолютно финансовые вопросы, то есть у вас бы прямо сегодня появилось бы столько денег, что вам уже бы не пришлось работать. И вы бы начали просто отдыхать. То есть вы бы отдыхали дома, за детьми бы, дети ваши были бы обеспечены и так далее. Смогли бы вы жить? Я хочу вам открыть секрет. Если вы до этого так не жили, то вы жить с этим уже не сможете. Почему? Особенности такие есть у человека. Есть люди, которые рождаются трудоголиками, есть люди, которые рождаются бойцами, есть люди, которые хотят побеждать и хотят выигрывать, есть люди, которые хотят бороться и добиваться. Вот такое тоже имеет место быть, и это в большинстве своем. А для того, чтобы жить и радоваться, для этого необходимо, чтобы вы уже в такой семье выросли, где вас этому научили бы. А если у вас на сегодняшний день забрать возможность бороться, забрать возможность работать, то тогда жизнь потеряет смысл. Она потеряет смысл, и не то, что станет скучной, появятся депрессии. И очень часто так появляется, что человек даже объяснить себе не может, откуда появилась такая депрессия. В моей жизни, конкретно у меня такого не было, но были такие знакомые, у которых изменялся материальный доход, и после чего они сталкивались с тем, что появлялись тяжелейшие виды депрессии. Вот смотрите, многие политики уже так много имеют, что им нет необходимости дальше зарабатывать. Но они все время стараются и все время дальше зарабатывают. Зачем им это нужно? Им это нужно, потому что они рождены как люди, которые хотят добиваться. Когда хотят добиваться, хотят власти, хотят управлять, хотят подчинения, хотят чего-то. Одним словом, для них важна борьба. Так вот и мы, люди, которые выживают, нам необходима борьба. Если нам дать решение всех вопросов, мы можем погибнуть. Именно поэтому у нас и есть проблемы, с которыми нам приходится все время бороться. Как же это можно отключить? Вера может отключить возможность борьбы. Я об этом тоже часто говорю. Я говорю, верьте, что скоро будет хорошо. Верьте, что борьбу закончить. Когда заканчивается борьба и появляется вера, то к человеку это приходит. До этого момента борьба будет происходить все время. Ольга Данилова, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сколько помню, детство у нас в доме мама не акцентировала внимание на святом углу в доме, там и икон никогда не было. Когда мы с мужем переехали в то в доме, который купили, висит в углу икона, и старые хозяева говорят, в этот угол ничего ставить нельзя. Подскажите с точки эзотерики, можно ли к углу ставить кровать детскую или спать туда головой? Можно, но если икону убрали, то и не заморачивайтесь вообще. Вообще не заморачивайтесь. Правильно вы говорите. Я раньше говорил, что если стоит угол и там иконы, то головой к иконам обычно кладут человека, который умер. Не стоит этого бояться. Это не очень энергетически мощный центр там какой-то. Это не алтарь, поэтому можете таких мест не бойтесь. Ольга Зуева. Меня зовут Ольга Зуева. Мне 44. Несколько лет назад начались приступы, похожие на эпилепсию. Не-не-не. Здравствуйте, можете ли вы рассказать про то, как остановить время в квартире? Помните, вы рассказывали это в Тюмени, просто не могу найти в записи. И там также для омоложения, если, конечно, можно. Спасибо большое. Я говорил о том, что да, есть СНГ-50, там есть коды для власти над временем. Я говорил о том, что рядом с кроватью нужно поставить цилиндры или колонны. Если человек находится рядом с колоннами, то он менее быстро стареет, потому что колонны направлены. Человеческая жизнь, она реализовывается горизонтально. И время человеческой жизни реализовывается горизонтально. А вертикально направленные колонны какие-либо, они тормозят старение человека. Поэтому очень хорошо
находиться в лесу, там, где вот идеально ровно растут. Рядом с домом хорошо садить там деревья, которые растут вверх, кроме каштана, потому что каштан конский и вообще каштан считается плохим деревом, которое забирает у человека деньги, материальное благополучие и детей. Если у вас каштаны, уберите их со двора. А вот ива наоборот, ива имеет желтую кору, ива кормилица, и именно поэтому, если есть ива, то всегда будет в доме золото и доход. А еще орех. Очень хорошо, чтобы был орех во дворе, любой, там, грецкий или дуб, на нем желуди, это тоже орехи. Очень хорошо, потому что кто-то будет знаменитым. Если у вас родится ребенок, посадите орех. Посадите не один орех, а 7. Тогда все 7 циклов жизни этого человека человек будет везучим. Если орех вырастет очень большой, то человек будет очень знаменитым. Главное, не рубайте его. Оксана Александровна Калашникова. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица бесплатно 2-й ступени. Очень интересно, познавательно нахожу ответы на вопрос. Сегодня день рождения моего сына, ему 20 лет. Это на общий праздник. Пожалуйста, пожелайте, что необходимо, на ваш взгляд. Парень не учится, у него мечта 7 класса летать. Будет летать 100%. Смело отдавайте его. Пусть уже сейчас проходит эти курсы, будет летать. Калфон Чалфон. В прошлом году читала ход для хорошей учебы. Можно ли использовать опять? Можно. Светлана Новоселова. Мы в процессе банкротства предприятия вот уже 3,5 года. Как можно помочь себе закончить банкротство в нашу пользу? У нас есть в школе огромное количество и шумов, и кодов. Во второй обновленной я давал там 2 кода, чтобы выиграть суды, там, убрать банкротство. Проходите это. Кристина Суханова, вы рассказываете, что когда человек умирает, то очень быстро перерождается, если не осталось долгого. Если в семье не ожидают ребенка, в таком случае он рождается в другой семье, возможно, в стране. Тогда почему при жизни на нас оказывают влияние ошибки рода? Кто-то кого-то убил, например. Ведь, скорее всего, в прошлых жизнях мы не имели отношения к нашим предкам. В случае, если человек жив и не понес наказание кармическое, то это передается его роду. Такая вот особенность. В случае, если человек при жизни живет и страдает от того, что дети там выпивают, с ума сходят, обычно это происходит так. Если в проклятом роду рождается девочка, то девочка не доживает до 20 лет, умирает от заболеваний, обычно связанных с печенью или головой. Если мальчик, то он обычно психически больной. Девочка может быть бесплодная, а мальчик психически больной. И если такое в роду есть, допустим, человек убил много людей, и после чего родился ребенок психически больной, и он обращается к целителю и говорит: уберите, пожалуйста, потому что ребенок психически больной, можно ли как-то убрать? А я вам хочу сказать, а кто должен нести ответственность за это? Если это карма, то пусть она закончится тогда. Кто-то должен нести. Виноват ли ребенок? Да, он виноват кровью. Можно ли убрать? Да, можно. Необходимо отрезать кровь, но тогда, если этот человек придет в норму и от него родится ребенок, то будет такая же ситуация, пока не реализуется это все. Саша Забияка. Помогите справиться с нерешительностью и страхом. Страх аудитории даже при общении с людьми иногда мандраж. Будто давление поднимается, волнуюсь. Раньше такого не было, когда было активное, общительное. Теперь до речи отнимается от волнения или страха. Это гормоны обычно. Итак, чем отличается человек боящийся от человека не боящегося выступать перед аудиторией? Человек, боящийся выступать перед аудиторией, это человек, который показывает или чувствует страх. А человек, который не боится выступать перед аудиторией, это человек, который тоже боится, но не показывает страх. Но я хочу вам дать совет. Выступайте как можно чаще. Делайте это как можно чаще, потому что таким образом изменится ваша судьба. Если вы чего-нибудь боитесь, то обязательно это сделайте. Главное, чтобы это не граничило с вашей жизнью и смертью, и чтобы не привело вас к смерти. То есть не надо прыгать на тарзанке там, и так далее. Или съезжать на лыжах там, по трассе, которую вы не знаете. И, конечно же, если вы это сделаете хотя бы 1 раз, а еще лучше 100 раз, а еще лучше 1000, то тогда вы перестанете бояться. Я могу открыть вам секрет. Когда я был молодым, и еще когда-то в Москве, больше чем 21 год назад, читал лекции, которые были связаны с
Тогда это называлось космоэнергетика, даже название такое было интересное, боже, космология, да. Я там читал или пробовал читать молодым и взрослым людям вот такие лекции, то такие интересные были, сейчас я вспомнил, очень трогательно все. И когда я начинал только, мне было очень страшно. Каждый раз, когда я выходил перед аудиторией, у меня гнулись ноги, я потел, а до этого целых 2 суток страдал, не мог есть, ком в горле стоял и так далее. И каждый раз это было с потом. Мне казалось, что все на меня смотрят, что я говорю какую-то глупость, я запинался, не мог предложение сложить. Ну и потом, выступая далее, делая это вновь и вновь, я столкнулся с тем, что это полностью меня отпустило. На сегодняшний день меня не пугает выступление перед аудиторией, но я помню себя, насколько это было сложно, и я вас прекрасно понимаю. Мой совет такой: не боритесь с этим, просто не забывайте часто выступать и часто коммуницировать. Это хороший совет, правда. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы неоднократно рассказываете, что и как сделать, чтобы продать машину. У меня вопрос, что может сделать, чтобы купить хорошую машину. На рынке очень много предложений, такая лотерея. Когда подходите к какой-либо машине, то сосредоточьтесь на месте, которое находится перед грудью. И ощутите, представьте ту машину, которую вы видите в виде собачки маленькой, кошечки или даже ребеночка. Если ребенок потянется к вам ручками своими, если кошечка или собачка будет такая вот красивая, если у вас что-то аукнет, то эта машина ваша. Будете очень счастливы от того, что на ней ездите. Да, очень хорошо работает. Увидел и понял ваше, вот так можно. Здравствуйте, существует ли мертвая точка, куда ни иди, везде пропасть? И с чем это связано? Это связано с тем, что в душе радости нет. Эти мертвые точки связаны с тем, что вы сделали очень много гадостей. Какой гадости? Хамите, обижаетесь, злитесь. Не работайте над собой. Не ищите в себе состояние доброты, не ищите состояние радости, не увеличивайте состояние радости. Ваша жизнь катится по наклону, о чем я говорю все время, и у вас на 1 шаг вперед идет 5 шагов назад. До того момента, пока вы не поймете, что такое духовность, а об этом неоднократно рассказываю во время своих вебинаров, вы не сможете быть тем человеком, кем хотите быть. Радостным, счастливым, богатым. Евгения Мушта, здравствуйте. От вируса ковид умер муж. Мои соболезнования. И свекровь с поражением 40% легких. Мы выстояли с детьми благодаря вашим шумам. Вы нас спасли. Спасибо. Можно ли переезжать в другую страну на зимний период или лучше быть в России? Можно вам переезжать на зимний период из России, можно. Валентина Раевского, внучке 3,5 года, 2-й месяц болеет, начинается насморк, потом переходит в кашель. Как эзотерически справиться с проблемой? Читать мои коды. Есть такие коды, называются, есть сангая, который называется сейчас борьба с вирусами. И читайте, там я даю коды и мантры для убирания насморка, горла, заболеваний там коронавируса и так далее. Там целый цикл такой, почти 1,5 часа. Пожалуйста, у вас все в ваших руках, покупайте и пользуйтесь. Людмила Воронина, здравствуйте. Я прочла мантру Амитабхи 14 месяцев, читала ежедневно в очищенном помещении без животных, пропустила 2 раза. Я горжусь такими людьми, это 100% изменит вашу судьбу. Натарут, подскажите, как не попасть в иллюзорный мир, находиться в реальности? Поможет резиночка. Оденьте на руку резиночку, и каждый раз, когда вы начинаете мечтать, хлопайте себя резиночкой. Никто, кроме вас самих, и ничто, кроме ваших сосредоточения на том, что вы попадаете в иллюзорный мир, вас из него не вытащит. Чем чаще вы в иллюзорном мире, тем меньше счастья будет в этом мире. Вы таким образом, как бы для Бога, предатель настоящей жизни. Предаете его таким образом. Неприятно быть предателем, особенно Бога предавать. Наталья Шалфеечка. Вы даете много шумов мантр для выравнивания и улучшения судьбы. А возможно такое, что при рождении человек в принципе не получил никакого предначертания? Так всегда. Никто при своей жизни не получает никакого предначертания. То есть не была дана судьба. Как это не была дана? Если вы родились, то вы уже с судьбой родились. Когда у меня родился ребенок, то я ему предначертывал что-то или нет? Ничего. Были ли у меня желания, чтобы он стал пианистом? Не было.
Да никем я не хотел, чтобы стал мой ребенок. Тогда какая у него судьба? Просто жить. Я хочу вам открыть тайну эзотерическую. Любое предназначение жизни — это просто жить и радоваться. Есть только два предназначения: жить и страдать, и умереть от страданий. И второе — жить и радоваться, и умереть от удовлетворения. Первое и второе между собой отличаются, и человек добровольно может либо радоваться и находить радость, либо страдать и находить там плохие комментарии, критику и так далее. Зия Гальдишина: здравствуйте, Андрей Андреевич, пришли кубики, их 6 штук почему-то. А если 2 потеряете? Ну вот вам 6 штук, 2 запасных. Андрей Андреевич, здравствуйте. Если в фэншуй такая практика, что если деньги повесить на зеркало, то они умножатся, или положить в зеркальную шкатулку, но вы говорили, что отражается в зеркале, то это уходит. Так можно вешать деньги или нет? Нет. Если вы повесите деньги и скажете, это деньги, которые я бы хотел в своей жизни, то вы включаете наоборот удаление из вашей жизни денег. А вообще хотел бы несколько слов сказать по фэншую. В институте Окинавы или в Токио и там есть знаменитый институт фэншуй, где люди обучаются знанию, каким образом располагать, там, как работают стороны света и так далее. Это связано с астрологией, с особой картой такой и особым, я не помню, там, диаграммами, которые некой картой всех направлений. Не помню правильно, как это называется. И там умение работы вот с такой картой позволяет человеку создать направление или потоки различных энергий. Так вот, обучение там происходит от 6 до 18 лет. А у меня такой вопрос. Кто эти люди, которые рассказывают о фэншуе? Они проходили такое образование? Если нет, то тогда, может, стоит. А вот людей, которые придумали, что они знают фэншуй, их достаточно много. Эх, критикую людей. Пусть занимается кто чем хочет. Не совершайте таких ошибок, потому что там у одной я смотрел, представляете себя в зеркале стройной, худой, молодой, красивой, и будете всегда красивой. Уже одна допредставлялась. Она же очень сильно представляла себя молодой. Я как посмотрел, сколько у нее возраст, она же очень молодая, выглядит как старая бабушка. Не надо себя никак в зеркале представлять. Хотите, вы толстая, страшная женщина, представляйте себя в зеркале толстой, страшной. Тогда будете худой, потому что все, что представляется в зеркале, все будет наоборот. Скажите, можно ли убрать эзотерическую аллергию на коже? Лекарства не помогают? Да. Есть такой семинар, там я рассказываю об изготовлении пилюли эзотерической. Пройдите этот семинар, он называется «Целительство. Часть 2». Здравствуйте, Андрей Андреевич, большое спасибо за ваш совет, информация бесценна, еще раз спасибо. Вопрос: я поменяла в паспорте дату рождения, поменяла ли я свою судьбу и в какую, в хорошую или плохую? В вашем случае в хорошую. Я родился в 1975 году, но всем я говорю, что я родился в 1971 году. Таким образом, я естественным образом обманываю людей. Почему так произошло? В моей жизни это произошло вот по такой причине. Я начал болеть онкологическим заболеванием. И когда я начал болеть онкологическим заболеванием, то терапия, которую проводили мне в медицинских заведениях, она мне не помогала. То есть не улучшалось состояние крови, не уменьшались опухоли, и в общем-то я чувствовал себя с каждым разом все хуже и хуже. Ну и уже когда поехал во Львов, а потом в Польшу, то мне львовский врач, одна женщина, сказала даже такие слова: вам ничего не поможет, вы фактически 100% умрете. Я познакомился с человеком, его зовут Николай, и он мне посоветовал поехать к эзотерику, который находится в Индии, астрологу, который бы, по его мнению, мог бы мне помочь изменить мою судьбу. У меня были возможности такие, в общем-то, я имел возможность это сделать, и я поехал в Индию. В городе Пандичери мне назначили встречу, и я приехал к этому астрологу, он астролог в системе Джойтиш. Он разобрал мою карту и так далее, и после этого сказал мне буквально следующие слова: как бы и что бы я ни делал, глядя в вашу карту, у вас идет смерть на протяжении следующих 4 лет.
Он говорит, вы не жилец, и у вас везде идет окончание жизни. Если не в этом, то в следующем, если не в следующем, то в следующем. И 4 года вы 100% умрете. Я говорю, ну я жить хочу, я так далеко к вам ехал. И он мне говорит, если вы хотите, то вы за эти 4 года умрете. Поэтому вы должны начать или должны прям с этого дня постареть. Я говорю, как я это сделаю, с этого дня постарею. Он мне говорит, сделайте себя на 4 года старше. То есть вы 75-го года, сделайте себя 71-го. Я говорю, да, и как это? Просто говорите себе, если у вас кто-то будет спрашивать, говорите. А это как раз было в октябре, а в ноябре у меня был день рождения. И в ноябре, когда у меня был день рождения, мои знакомые, друзья и близкие начали меня поздравлять. Я говорю, все, я с этого года больше не отмечаю свой день рождения 75-го года, а буду отмечать его 71-го. Мне говорят, ты что, с ума сошел? Я говорю, нет, это мне так вот подсказали. И когда я начал отмечать, как он интерпретировал это? Он говорит, если ты 4 года переступишь или перескочнешь, то тогда эти 4 года как бы твоей жизни, ты станешь старше, как бы перейдя их, а дальше у тебя судьба всю жизнь будет счастливая. Ну и в общем-то вот так и произошло, а мне пришлось это пережить. И вы знаете, мне 100% помогло. Мне прям 100% помогло. Сейчас начнется, Андрей Андреевич, дайте этого человека номер телефона и так далее. Не могу дать, я не знаю его номера телефона. Те люди, которые тогда организовали встречу, сейчас эти люди для меня недоступны. Там люди, с которыми я общался, они вообще уехали, живут сейчас где-то, ни контактов, ничего нет. Поэтому я бы и сам, возможно, хотел бы съездить к такому человеку, но теперь я найти его не могу. Далее. По поводу некоторых храмов и исполнения желаний. Да, есть храм, который называется храмом Тирупати в городе, или храмом Баладжи, который находится в городе Тирупати. Действительно, если в этом храме подойти и попросить божество черного цвета, чтобы оно исполнило ваше желание, то это желание на 100% исполняется. В моей жизни было желание, и я ездил несколько раз к этому храму, а именно 2 раза. Все 2 раза оба желания исполнились на 100%. Это очень хорошо, знаете. И у меня есть история, одна женщина, которая болела онкологией, поехала, попросила, чтобы она не болела, и ее смогли вылечить. Сыну 31 год, не женат, живет с девушкой 1-2 года, потом приходит домой с долгами. Деньги не умеет зарабатывать, в этом году в семье полное безденежье. Не знаю, как будет, все повторяется. Муж говорит, он наш сын и всегда надо помогать. Правильно говорит, живем в одной комнате, хотя есть недостроенный дом, стоит уже 20 лет и ругаемся, что денег нет. Муж всегда говорит, что он в доме хозяина будет так, как он хочет. Ну пусть говорит, чем бы дитя не тешилось. Так и было, и сейчас я в полном отчаянии, не могу так дальше. Купила СНГ-3, делаю практику, учусь у вас. Хотелось бы перемен в лучшую сторону, но как? С уважением, Моника. Только один метод может создать у человека возможность, методов хватает, но те методы, которые дает нам мир, это борись, будь центром вселенной, добивайся всего, они обычно не работают. Я хочу вас познакомить с духовным методом. Оказывается, существует другой метод, духовный. Это метод, о котором я все время говорю. Если человек ищет возможности развить у себя в своем центре груди состояние радости и постоянно находит возможности, чтобы это усиливать, то он 100% в дальнейшем будет богатым человеком. А вы, как мать, можете еще и продуцировать это на своего ребенка, то есть мысленно создавать и в его груди, над ее поверхностью состояние радости, состояние наслаждения и удовольствия. Тогда и материальное улучшится. Я просто обещаю, что это произойдет. Надя, Андрей Андреевич, скажите, на замужество в эти недели можно делать практику? Да, можно. Можно ли защититься от зависти? Можно. Делайте ритуальную защиту. Айм Хридай Намах, Ом Клим Шираси. Это защита от жадности, от зависти. Ани Гелашвили приобрела СНГ-5, как подействовало, поднялось давление. Но я продолжаю учиться. Ну и правильно делать. И можно дочке посмотреть, можно.
Сегодня ночью на знакомую в пограничном состоянии, то ли сон, то ли яв, кто-то лез к ней по ногам. Она физически чувствовала, от крика все проснулись. Мы все на карантине в Польше и почти друг друга не знаем. Послевкусие какой-то мистический страх. Что это могло быть и как на себя не перетянуть такие выпадки сущностей? Обычно в случае, если человек агрессивен, нервен, безумен, вреден, то у него остывает астральное поле, и его астральное поле становится маленького размера. И в тот момент, когда поле становится маленького размера, то в это поле начинают проникать астральные сущности. И оно ощущается, как будто что-то лезет на человека. Что нужно сделать? Единственная возможность человеку — это начать испытывать состояние радости, искать возможности быть человеком более высокодуховным. Вот так. Практиковать метод, представлять себя в ярком белом свечении с открытыми глазами. Елена Пиццатси. Здравствуйте, какой хороший, молодец за вашу помощь. Подскажите, как найти свой талант. Хотите найти свой талант? На вдохе чи, на выдохе чи. Если практиковать ежедневно на протяжении 1 месяца, будет четко понять, чего вы хотите. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Надеюсь, вам понравился данный вебинар. Обязательно после окончания вебинара перейдите на мой канал Андрей Дуйко официальный, после чего поставьте под данным вебинаром лайк и подпишитесь на мой канал. Также буду благодарен всем людям, кто участвует в популяризации моей школы. Огромное спасибо тем, кто репостит мои видео, также тем, кто смотрит мои видео. Большое спасибо, искренне и с полной отдачей. Я стараюсь максимально применять знания к тому, чтобы улучшить жизнь тех людей, которые меня видят и которые слушают. Очень рекомендую проходить вам бесплатные ступени и смотреть те вебинары, которые были до этого мной выпущены. Огромное количество вопросов просто отпадет сами по себе. Я желаю всем счастья, пусть в этом мире никогда не будет войн, пусть уже окончательно закончатся эти коронавирусы, и пусть все-таки уже закончатся выборы. Чем длительные выборы, тем больше они забирают у людей денег. А очень хотелось бы, чтобы наши страны все-таки жили бы в счастье, более богатыми и более терпеливыми. Не напрасно Россия в переводе с иврита, с санскрита обозначает страна богов. Ну почему так? Дело в том, что чем сложнее жизнь, тем больше у человека возможностей выковать свой характер. Видимо, для нас, для людей, родившихся на постсоветском пространстве, это является одной из ключевых задач. И я, как человек, который занимает миссию все-таки помочь человеку прийти к состоянию высокой духовности, говорю об этом, о том, что можно все-таки знать законы нашей судьбы, знать законы нашей счастливой жизни и стараться максимально всеми фибрами души, сосредотачиваясь, жить по этим принципам, а это принципы не делать зла, не быть человеком злобным, развивать у себя доброту, испытывать состояние счастья и радости. Как бы жизнь нас ни била, старайтесь работать именно над этим. Тогда вы увидите, насколько это эффективно изменит вашу судьбу, и такие вопросы, как там, чем заплатить и так далее, где работать, они отпадут сами по себе. Это путь к богатству, это путь к любви, это путь к верности, путь к успешной семье, и это путь благородный, высокодуховный, моральный. С вами был